Приветствую вас, дорогие слушатели! В этом видеоуроке мы с вами начертим внутренние стены. И я вам покажу несколько способов, чтобы начертить внутренние стены. А вы выберете тот, который вам удобнее всего. Или будете комбинировать их. Такое тоже возможно. И некоторые работают именно так. И я в том числе периодически комбинирую. Первый способ — это у нас с помощью полилинии. Мы берем, так, первое, не забываем, да, мы меняем слой. То есть вместо внешних стен мы выбираем внутренние стены. И можем работать. Давайте начнем вот с этой стены. Первый способ. Полилиния. От этого вот у нас есть вот эта стена. И мы понимаем, что от этого угла до начала стены 1020. Для этого мы кликаем левой кнопкой мыши один раз в этот угол, показываем направление вправо и пишем 1020 на клавиатуре. Enter. Показываем направление вниз. Но обратите внимание, я вот здесь длину не знаю. Да, мы ее уже узнаем, когда начертим вот эту перегородку, потому что, прошу прощения, стену, потому что от этой стены вниз на 470. Так что сейчас все, что мы можем сделать, это условно показать длину этой стены, а потом ее вытянем или наоборот уменьшим. Вниз у нас будет линия неизвестной длины, то есть примерно здесь, да, вот так, левая кнопка мыши. Но уже толщину этой стены мы знаем и пишем 160 Enter. Показываем наверх курсор до упора, то есть перпендикуляр. Нормаль, привязка, левая кнопка мыши. И как раз и конточка, привязка с первоначальной точкой. Левая кнопка мыши Enter. Теперь выделяем нашу стену. И так же, как мы делали проемы оконные в наружных стенах, у нас есть вот эта вспомогательная линия, которая нам не нужна. Соответственно, мы наводим курсор и выбираем удалить вершину. Все, теперь у нас с вами есть стена. Чтобы снять выделение, мы нажимаем Escape. Это вот один из способов. Второй способ — с помощью прямоугольника. Что нам... Так, как нам здесь лучше с вами... Вот смотрите. Берем прямоугольник. Встаем вот в этот угол. Почему в этот угол? Потому что мы знаем расстояние от этого угла вот до этой стены, то есть вот размеры комнаты, да, мы видим, что 5960. Соответственно, если я здесь сделаю прямоугольник и потом его буду перемещать, то перемещать я его буду именно от этого угла. По идее, прямоугольник я могу сделать где угодно, но перенести потом мне все равно его придется в этот угол. Поэтому можно проще сразу начинать чертить с этого угла. Упростите себе так работу. Кликаем в этот угол один раз левой кнопкой мыши. Вот наш прямоугольник в данном случае пока что произвольных размеров. Но мы знаем, что он у нас в длину 1280 вот, да, до проема, а в высоту или ширину 160. При создании прямоугольника в автокаде сначала пишется его длина, то есть 1280 Enter, так, не Enter, а 1280 так, и клавиша Tab, чтобы перескочить уже как раз на длину нашего прямоугольника, и пишем 160, и после уже нажимаем Enter. Видите, прямоугольник у нас появился нужных размеров, и он сразу вот в этом углу, что нам очень неудобно. Теперь мы выделяем наш прямоугольник, берем команду переместить.
от этого угла стены мы будем перемещать его вниз. Нажимаем левую кнопку мыши один раз, указываем направление вниз, примерно вот так, да, и пишем 1960, Enter.